Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Продолжаю ложить центральный ряд. Штрубы нарезал, цемент, песок, все это заполнил и арматуру положил. Длина стены небольшая, потому заполнил за раз и молоточком пристучал, сверху кельмой заровнял. Все отлично. Армировать надо, потому что снизу вот этот деформационный шов, он может со временем какую-то дать момент по усадке. Также арматуру вводил во внешнюю стену для закладную, которую не сделал сразу. Сейчас вот просто ее проштробил и заполнил, и создал. Ну, вот очередной блок. Я так и знал, первый ряд я ложил на цемент, на раствор. И вся геометрия кривая блоков нивелировалась за счет подвижного слоя. Ну а как на цементный клей начинаешь ложить, он по большому счету не может сделать слой. Нельзя сделать такой слой, чтобы нивелировать кривую геометрию газоблока. Он приходится мириться последующей шлифовкой. Занятный комментарий тут недавно прочитал. Что смотрю на стройку, смотрю на мусор, смотрю на бороду и там многоточие. Это интересно. То есть человек явно, что никогда, в общем-то, не занимался строительством. Смотрю на мусор. А как можно что, строить без мусора, что ли? Какой мусор? Строительный? Так он же, это же является частью стройки. Сейчас все эти блоки являются мусором бракованным. А к концу стройки они являются уже частью строительного материала. Где забутить, где доложить, где обрезать, доборов кучу нарезать. Тут касательно молодых строителей, которые только собираются связаться со стройкой, свой дом построить, свой уголок, то место, где вы будете счастливы. Не бойтесь строиться, вообще не бойтесь. Я когда только заикнулся о стройке, меня там все начали, ну все не все, но начали меня родня предупреждать. Ой, это же такая работа, это так тяжело, это все так тяжело. Да, это тяжело, безусловно. Но это же не от начала вашего возраста стройки, там, 30 лет, да, или 35, как я. Я в 38. И до гробовой доски. Во-первых, это рано или поздно кончится, во-вторых, вы все равно это сделаете. Есть пословица: глаза боятся, а руки делают. Стройка и стройка. Ну да, вот посмотреть, да, я думаю, что многие смотрят, кто смотрит видео, видят все вот этот песок, всю траву растущую, блоки поломанные стоящие, я тут один вкалываю. И думают, ну его нахер эту стройку. Да ничего подобного, все это решаемо, все это в процессе строительства, все будет выравниваться, закрываться, замазываться, складываться, все. И по итогу будет дом. Если ничего не делать, вы ничего не получите. Это поймите раз и навсегда. Копить деньги на стройку, чтобы построиться чужими руками, ну, это надо, конечно, тогда надо было учиться. Я не учился, вот и строимся, учимся в процессе. Не так я устроился в жизни, как многие там, допустим, у кого есть средства. Ну да, можно строиться чужими руками, вообще правильно, наверное. Так что не надо тут грустить, глядя на мою стройку. Это все, через 2 года этого ничего не будет. И то, что вы сейчас вы видите, и что будет через 2 года, это будет небо и земля. Пока ты живешь, все вокруг создается. Мусор и мусор, какая разница? А борода, я вообще не понял прикола. Борода, это мне что, лет 100 уже? Определили в старики. Если вы, будущие коллеги, четко вознамерились строитесь, меньше вы слушаете. Стройка не занимает, это не одномоментное мероприятие, это дело нескольких лет, особенно в самостройке. Да, хочется за месяц, кидаешься на самые быстрые современные материалы. Я СИП-панели очень долго изучал, по итогу от них отказался. Я считаю, что именно газоблок самый перспективный и хороший материал. Но это мои взгляды. Если кто-то там считает, что сруб, мой дед, мой прадед, мой та-та-та-та-та-та, все в срубах жили там. Не, я не считаю, что бревно это хороший способ для хороший материал для строительства дома жилого. Не дачного, не бани какой-нибудь, а дома, где вы будете жить постоянно. Я не считаю, что это хороший материал, но это мое мнение. И, естественно, я там на работе как-то выразился, что с нашим лесом, который у нас сейчас продается, бревно там 28-24, допустим, на дом, если его использовать,
он никогда не будет теплым. Вы все равно будете потом его обшивать кирпичной стеной, там, утеплителем. Бревно я не считаю материалом. Но это мой взгляд. Только лишь мой. Так я просто сейчас с ночной смены, со второй, мысли путаются. И, возможно, теряю нить рассуждения свою. Так что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что меньше вы слушаете самых опытных своих коллег, родню. Вы делаете, что собрались, доделываете, и все. А потом будете уже рассуждать о том, что стоило, не стоило. Один год фундамент, другой год какой-то там пол, третий год стены, четвертый год крыша. В общем-то, это мероприятие лет в 5. Если так, не спеша и самостоятельно. Я тоже хотел моментально. Так же не бывает. Если есть помощники, то значительно быстрее, но тогда и денег надо сразу в чуть больший объем. У меня товарищ с работы, он за год построился. Ну, так они вчетвером строили. И строился он по кредиту многодетной семьи. То есть банк снабжал деньгами, а он только занимался. Копить не надо было, ничего. То в этом случае, конечно, уже все будет быстрее. Ну вот, очередной кривой блок. Короче, на это не стоит внимания обращать. Не попробовав, не узнаешь. Ваше это не ваше. Стоит с этим связываться, не стоит. Я считаю, что стоит. На одной плоскости лежат, 3-4 миллиметра по высоте, а то и до 5. Так что херня все это. Мостики холода, клей, пена. Все это чухня. Строй да живи, а не заморачивайся. Сегодня у нас 9, по-моему. 9 ноября. 13-14 градусов на улице. Ну, блин, во. Шикарная погода. Только стройся. Хоть бы она так до весны отстояла. Так, минутный перекур. Жара, лето. Как-то прозвучал не вопрос, а кто-то у меня спросил, есть ли перемыть ошибки настройки. Ну, какие-то вот, как-то пишут, да, создают ролики, там, 10 серьезных ошибок. Не стройте дом, пока не посмотрите. Ну, как понятно, что ради хайпа вызывают все это. Ну как? Есть ошибки какие? Я считаю, самая большая, самая главная ошибка – это слушать советы людей, которые либо очень далеки от стройки, либо когда-то были строителями, но потом слились, либо людей, которые просто хотят что-то сказать. Ну, короче, я бы вам посоветовал не слушать советы людей. Слушать людей, а потом анализировать то, что они сказали. Думать, не идти на поводу. Не идти по заранее проторенной дорожке, а все же подумать, посидеть. Поразмышлять, стоит, не стоит связываться. Я не скажу, я вам не приведу в пример какие-то глобальные моменты. Ну, какие-то могу сказать. Вот у меня там предложили мне ФБС купить. И у меня тесть был бери, конечно, все там, бери, безусловно. Ну, взял эти ФБС. И 4 года они у меня лежали. Ну, не 4, там 3 или 2. Только разрушались. А взял, думал, там, под гараж, под что-нибудь. Потом передумал 1000 раз, с трудом в убыток себе их продал и забыл, и больше никогда. Потом опять через время выше качество ФБС предложили. Опять есть, надо брать. Или плиты мне предложили, я уже не помню. Ну, короче, какой-то стройматериал. Надо брать, не надо брать. Не разменивайте свои деньги, если у вас их прям, ну, если до хера, то пожалуйста, тогда это другой уровень стройки. А если у вас денег куры не клюют, то я бы все же посоветовал как-то бережливо относиться и не размениваться по поводу там, постройте сначала баню, чтобы в ней жить. Ну, смотрите, вы построили баню, обустроили под жилое помещение, начали там, потом типа дом построите. Нет, у меня, чтобы жить, у меня курятник есть, просто стенки и крыша кое-какая. Я поставил печку, обшил изнутри пленкой и ОСБ. Поставил кровати, я там и зимой, в принципе, ночую без проблем. Печка пока горит, тепло. Вот, этого достаточно. Не вкладывайте свои средства в херню всякую. Гаражи, всякую ерунду.
стройте сразу дом. Когда вы построите дом под ключ, вот это самый главный мой вам совет, стройте дом. Если вы собрались изначально строить дом, стройте. Не баню, не гараж, не подвал, не вышку какую-нибудь. Все, что дом. Когда у вас на вашей земле, где вы, если вы, конечно же, собираетесь строиться на ПМЖ, постоянное место жительства, как я строю, вы дом построите, а уж потом, после строительства дома под ключ, под крышу, с ремонтом и с возможностью круглогодично в нем находиться, пожалуйста, бани, гаражи, все что угодно, парники, ну, такие дела. Это мой совет. Первый совет. Не слушать советы, а слушать, но с собственным выводом. Не идти слепо на поводу у людей, которые сложнее собачьей будки, ничего в жизни-то не построили, и только на словах. Я там строитель. Ну, у меня были такие претенденты. И из-за этого только в убыток себе, получается, улетаешь и все. А как коснулось, там, вроде бы, да, строитель. А начинаешь какие-то, ну, вот, работать, а этот строитель язык в жопе и все на этом. То есть, ну, это у меня свои заморочки такие. Слегка эмоционально рассказываю. Слушайте, но думайте. За вами последний ход. Вам решать, если вы строите дом, вам решать, как его строить. Не дяди Васи, дяди Пети условных, которые там делаем, вот мой батька, там, мой там дед, мой там сосед так сделал. Не-не-не, сами думайте. Стоит связываться, не стоит. С чем, как, куда, что. Вам в этом доме жить и вам решать, как его строить. Не кому-то со стороны, а именно вам. Но это вот то, что мне, допустим, не хватало в начале моей строительной карьеры. Сначала мне говорили, это ж так тяжело, ты не представляешь, сколько это работы. Ну что ж не представляю, что я 15-летний мальчик, чтобы, да, не представляю, там, в 35 лет, что как это тяжело, не тяжело. И все поэтапно. Это же не за один день. Как у меня, это, ну, вот лет на 5 строительства. Главное идти к этому, желать этого, хотеть этого. Вот это самое главное. И слушаться советов именно людей, которые построили, которые не просто строили, а рассуждали. Меня можете слушаться. Но делайте свои выводы. Человек меня в аксакалы записал. Говорит, смотрю на стройку, смотрю на мусор, смотрю на бороду. Предположу, что идея была такова, что стройка строится только лишь, мусора до хрена, мусора, хотя это не мусор, а человек уже явно пожилой, борода сивая, и куда я уже предпенсионного возраста собрался тут построить дом, блин. А ты что бурчишь? Также я все говорю, иди сюда. Все говорю, вот там один строюсь. Человек пишет, ты никогда не один, ты всегда с другом, да, вон. Научите его блоки только носить еще наверх. Все, иди. Блоки носить его научите, и все. А еще я скажу, что на стройке главное не бухать. У меня с работы тоже мужичок. Ой, стройка там. Тот, который на Бродо. Все переворачивается. Я 25 лет там строюсь. Все построить не могу. Ну так надо же прекращать бухать и заняться наконец-таки, точнее не заняться, а закончить то, что начал. Оно же год от года, то есть ты молодей не становишься. Кстати, вот мешок раствора, 25 килограмм готовой смеси. На моей памяти я вырабатывал только раза 2 полностью. Его хватает примерно около 30 блоков, но никогда такой объем за день без... Ну, можно выложить, но это надо прям постараться. С рання начинать. Если вы слушаете советы человека по стройке, надо задать ему вопрос. Первоначально. Сколько конкретно ты построил домов? Сколько конкретно не помогал, не видел, как сосед строил, не помогал бате, не заказал строительство и принял его. А конкретно, сколько ты построил домов, либо один дом, либо несколько, сам, лично. Это во-первых. А второй вопрос возникает,
из чего ты построил. Если вы строите дом из газоблока, вы слушаете советы того человека, который строил дома из газоблока, лично строил. Не участвовал в строительстве, а как-то косвенно, а именно сам лично, вот себе построил дом из газоблока. Вот тогда стоит его послушать и сделать собственные выводы. А не то, что я где-то там видел, слышал, на ютубе смотрел. Так, ну вот, добор это я завтра сделаю. Сегодня не буду размениваться, потому что солнце садится. Надо побыстрее. Раствора осталось тут на 4-5 блоков. Так что пускай вот он скажет, сколько человек построил конкретно домов из газобетона, если вы строитесь в таком виде. А иначе все хотят советовать, но никто не будет нести ответственность за свои советы. Ну, советчиков море всегда. И штробы не нужны, и то не нужно, и все не нужно. А жить-то вам потом в этом доме. Все, ни хрена не видно. Фонарики надо брать. Либо налобный фонарь. Вот буду заказывать на следующий год, уже пока он там с Китая дойдет, налобный фонарик. С ним буду работать. А так уже в темноте, да и уже и нет настроения. Если бы вот с тем же налобником работать с самого начала, я думаю, было бы веселее. А сейчас вот, да, у меня есть фонарики, можно принести их, подключить, но как-то уже не хочется, лень, неинтересно. Когда солнце садится уже... Хотя, опять же, это все надумано. Я в прошлом году работал в кромешной темноте с фонариками, все хорошо было. Тут, наверное, просто со второй ночи подустал. Почти не спал. Так что так.